Всем привет! Поступил на ремонт четырехтактный лодочный мотор Yamaha 9.9B. Мотор мы уже разобрали. Вот так мотор выглядит в неразобранном виде. Это модель, которая не раздушивается до 15 сил. По заявлению владельца мотор работал хорошо, но потом стал терять мощность, стал плохо запускаться. Привез мотор к нам. Мы проверили компрессию. На верхнем цилиндре компрессия была около 10 килограмм, а на нижнем около 5 килограмм. При попытке запустить двигатель из карбюратора брызгал бензин, и в один момент даже была вспышка с карбюратора. Оба поршня, кольца, цилиндры в хорошем состоянии. Однако рубашка охлаждения, как видите, забита. Рубашка охлаждения забита также и здесь. Но помимо этого, тут еще и трещина. Как раз на нижнем цилиндре, там где была плохая компрессия, проверили клапаны. Клапаны не держат, жидкость проливается. Ну и трещина еще вторая находится здесь. При такой забитой системе охлаждения мотор должен перегреваться, но владелец сказал, что никакого перегрева не было. Возможно, что он и не почувствовал, не знал. Ну и мотор работал как положено. А в последнее время с мотором начались проблемы. Головка блока цилиндров восстановлению не подлежит. Объяснили эту ситуацию владельцу, и владелец нашел бэушную головку на этот мотор. Правда, в очень плохом состоянии. Пришлось ее полностью разобрать и отдать на притирку клапанов. Рубашку охлаждения блока цилиндров мы почистили от коррозии внутри и собираем мотор. Все, собрали двигатель, поставили. Заработал, настроили. Только нет охлаждения, к сожалению. А редуктор мы так и не снимали. Вот сейчас мотор перегревается, потому что не работает охлаждение. Контролька вообще не идет. С двигателем разобрались, будем разбираться дальше. Поехали дальше. В общем, проблема с охлаждением была из-за того, что мы криво установили трубку охлаждения. Она была смещена в сторону, и мы не попали в водяную помпу. Но редуктор тоже надо было смотреть. В общем, состояние крыльчатки здесь неплохое, то есть она бы работала, но ее все равно нужно менять. Разобрали редуктор. В редукторе не было масла, была только чистая вода. Просто прозрачная чистая вода. И все заржавело. И сейчас придется менять еще все подшипники. Пластина основания помпы под замену. Она разрушилась. И вторая ее часть осталась там в редукторе. Это новая пластина основания помпы. И как раз эта часть осталась в редукторе. Сломалась пополам. Ее сейчас нужно как-то выбивать отсюда. Или высверливать.
Сделали охлаждение. Сделали охлаждение, запустили двигатель и увидели, что сбоку из трещины пошла вода наружу. Придется опять снимать двигатель. Ну, постараемся как-то заварить снаружи. Мы опять сняли двигатель, заварили трещину аргоновой сваркой, сверху еще замазали шпатлевкой и покрасили. И как же мы расстроились, когда при запуске вода снова начала бежать фонтаном из рубашки охлаждения, но уже в другом месте. Причем всех этих трещин даже не было видно, они как будто появляются у нас на глазах. Короче, намучились мы с этим мотором, сказали владельцу, что нужно менять блок цилиндров, этот восстановлению не подлежит. Это нужно было делать изначально, но мы не предполагали, что будет настолько все серьезно. Владелец нашел пустой блок, правда там были ржавые гильзы, и после холинговки мы просто перекинули коленвал с поршнями, и наконец мотор заработал. Были еще проблемы с карбюратором, тек бензин, и с этим мы тоже разобрались. В итоге весь ремонт обошелся владельцу в 40 тысяч. Минус 10 тысяч за блок с головкой и остальная сумма за наши работы, нашу головную боль и необходимые запчасти. Владелец уже проверил мотор на воде и остался доволен.